Дамы и господа, здрасте, всем привет! Добро пожаловать на канал Ксения ТВ, Тель-Авив стиль жизни. Сегодня хочу вам представить, показать, познакомить вас со своим новым жакетом, блейзером, как хотите, так и называйте. Очень интересная у него история, я его буквально недавно получила, еще даже не сняла вот эту штуку, на которой написано Do not remove. Сначала убедись, что ты это оставляешь, короче говоря. Я это оставляю, я просто еще не носила его, поэтому я это и не сняла. Значит, с чего начать? Как-то случайно я пересеклась с французской маркой, сделанной в Италии, кстати, вот эта помада Rouge. Это у меня такая вот, я ее показывала как-то, палетка с помадами. Сегодня она мне вот это вот темный с красненьким. Есть у них такая пудровая и есть такая же, немножечко жирненькая, скажем так. Я ее наношу на какой-нибудь кондиционер для губ или что-то такое. Сначала его наношу, промокаю, а потом вот это, потому что мои губы, они плохо переносят издевательства помадами любыми. Если у вас вменяемые губы, вам будет замечательно. Можно наносить пальцами, я наношу кисточкой. Для тех, кто любит такие продукты, он не рассчитан, чтобы вы на работе потом как-то это переносили. Такой, знаете, французский стиль. Съелась помада, понемножечку съедается, и ладно. Контур тоже может быть достаточно нечеткий, поэтому можно либо пальцами, либо кисточкой. Вот. И да, очень меня заинтересовало, я это купила, очень довольна этим продуктом. По-моему, купил год назад, как раз я была на Мертвом море, и тогда я это и заказала. Вот, и тогда же, там, знаете, первая покупка, 10%, я ее не использовала, думаю, ну что, она стоила типа 50 евро. Зачем тратить? И у них не бывает скидок особо никогда, такого ничего, не конец сезона, ничего, там иногда что-то как-то, типа вот таких 10% можно получить. Я получила этот купон, думаю, ладно. У них косметика и одежда, и аксессуары. Ценовая категория такая, типа 200 евро за брюки, 500-700 за... Не 500-700, наверное, 400-500 за верхнюю одежду. Ну, вот примерно так. 300-500 за верхнюю одежду. Я просто уж пальто не смотрела, потому что у меня достаточно. И когда я у них лазила, я на сайте, я вот этот вот жакет присмотрела себе в прошлом еще сезоне. Но что меня останавливало? Не цена его меня останавливала, он стоил типа в евро, ну что-то около 350, в долларах что-то под 400. А кроме Европы, они за границу везде продают в долларах. Меня останавливало незнание размера, потому что, ну, можно, конечно, купить и отправить, но когда ты получаешь к нам, я вот заплатила еще 300 шекелей, что тоже почти 100 долларов налог тебе никто не вернет, и вообще надо посылать назад, вот это вот вся, вот это вот путаница, мне совершенно не хотелось это делать. И я подумала, ну ладно, что я не найду, вы знаете, вот, да. К слову, это английская 100% шерсть и сшит, по-моему, в Румынии, если я не ошибаюсь. Это называется смотрите, что он большеват, а жакет Boyfriend. Я взяла 40 размер, он мне идеально подошел, он должен быть, да, он мешковатый должен быть. Здесь у меня, да, даже еще есть место. Если бы я взяла 38, это было бы немножечко не то. Он бы был уже больше, он бы на меня сел, но он был бы не слегка оверсайз, а больше по размеру, потому что особенно после Бальмана, который я взяла 42 размер, я вообще запуталась в размерах. И думала, наверное, мне надо уже брать 42. Если бы я взяла это 42, я в нем утонула. Вот этот 40. Где вам показать, что он 40, тут решит, что я еще обманываю. Короче, я его сниму, то все-таки жарковато. Я же все-таки в Израиле. Да, видите, 40 размер европейский. Здесь есть, я думаю, пуговицы. Короче, пришло это все от такой большой коробки. Тут такая красивая наклейка была их фирменная. Все красиво упаковано, сложено. Еще и сумочку в подарок. Да, такая вот. Сделано, правда, в Индии, но ладно. Главное, что жакет этот сделан в Румынии из английской шерсти. И мешок для... Он не расстегивается, по-моему, для этого вот. Просто одевается. Но, с другой стороны, это и не Бальман, чтобы оно расстегивалось. Но все равно оно есть приятное, очень такое приятное качество. Так вот.
Я подумала, ну что, я столько бываю в Европе, что же я не найду из английской шерсти себе жакет. Вы знаете, ничего подобного я не нашла. Либо все было какое-то приталенное и куцее, либо это была не шерсть, а какой-то дерьмовый полиэстер, либо это была китайщина, либо я не знаю что. И я целый год путешествовала, и была в Италии, была в Англии, была везде. Я, поверьте мне, хорошо там занималась шопингом. Вот, в Германии еще была, и в этом, как она, Швейцария, и Германия, что, где я только не была. Везде обходила магазины. Не все, наверняка, где-то, может быть, то есть то, что классически сделано, оно есть. Не нашла. И когда я приехала домой, захожу к ним на сайт, смотрю, у них появилась новая зимняя коллекция. Такая вот, да, и появились опять эти пиджаки. И тут я уже решила, все, думаю, если я целый год на него смотрела, и потом он пропал, я жалела, что я его не купила, я не знала, что с размером, и я уже вариант поеду в Европу, куплю что-то такое, не проходит. Я его заказала в течение нескольких дней буквально, несмотря на наши, тогда были еще праздники, весь этот бардак, он пришел, я заплатила налог, ну буквально вот мне утром пришло, я тут же заплатила налог, и на следующий день, когда уже, это был, по-моему, даже короткий день или что-то такое, когда праздники закончились, на следующее утро мне он и доехал. Заплатила я в конечном результате за него 1400 шекелей за пиджак. Я получила минус вот эти самые 10%. Все это вышло 1400 плюс 300 шекелей налог. В эти 1400 входит еще, по-моему, $40 была доставка. Все вместе вышло, соответственно, где-то плюс-минус, ну, 1700, там, точно, я вам сейчас не скажу, около 1700 шекелей. Честно вам скажу, 350 евро мне нравится больше, мне кажется, это больше подходящая цена, это максимум, что можно за него брать. Но если взять в расчет, что я не могу его купить за эту цену, я не могу купить что-то другое вместо него, потому что я уже пыталась. Если взять в расчет, что в какой-нибудь Заре или где-то еще не шерстяной, плохо скроенный, этот замечательно скроенный, он не тянет ни здесь, нигде, ничего, можно купить за полцены от этого в Израиле, опять же, то это очень хороший вариант. Я взяла 40 размер, если бы я взяла 38, он бы был мне большой. Он был на меня сел, но не был бы большой, как я хотела, чтобы он был большеват. Вот, поэтому, да, берите обычный свой размер. Я между, вот чаще всего вот это на мне, опять же, я в Marks & Spencer взяла себе вот эти майки, обычный t-shirt как бы из хлопка. Прошлые у меня были 12 размер. Это 12 размер. Да, тоже 40 размер, обычные длины. Это я взяла короткую. Ну, типа, есть там, знаете, короткая, обычная и длинная для тех, кто большого роста. Я взяла в этот раз короткий, потому что мне не надо вот это вот сильно длинная. И она плюс ко тому, что она короткая, она еще и шире, чем та. Ну, вот это вот, видите, 40 размер на мне. Поэтому, ну, если кому-то надо сориентироваться. Это бы на мне было из Marks & Spencer 38, просто замечательно тоже. Ну, я хотела побольше. И почему-то, как я сказала, длина, которая, по-моему, regular у них называется, short, regular и long. Что-то так у них, по-моему, идет. Оно уже и длиннее. И тоже мне слегка большевато. Так что я вот такой вот нормальный 38 размер. Я люблю побольше, я взяла 40, там так и написано, как бы, да, если хотите так, хотите. Ну, тоже запутано. Вот. Так что я хотела сказать еще? Что совершенно не жалею, очень довольна. Там есть еще разные оттенки, не оттенки, разные другие материалы. Почему говорю материалы? Потому что каждый такой вот пиджак сшит из другого материала, не просто другого цвета, из другого материала. Это 100% шерсть английская. Есть типа 70% шерсть, тоже такой, знаете, в мужском стиле красивый. По-моему, он темно-серый, немножко в рубчик, такой потрясающе красивый. Вот там, по-моему, 70 или 80% шерсти полиэстер. Но надо смотреть. Мне бы это не помешало, но мне не надо еще один, потому что он классный, но мне не надо столько. Я хочу успевать все-таки это носить. И еще есть, по-моему, еще и белые есть, и черные есть. Очень большой выбор разных материалов. Если вам интересно, вот посмотрите. Очень рекомендую. Качеством я очень довольна. Здесь, видите, все замечательно. Подклад замечательный. Здесь карман есть.
Да, здесь даже есть карман. Я еще ничего не распарывала. Здесь карманы есть. Тоже не распарывала. Шлицу тоже еще не распорола, потому что еще пока даже не надевала. Не... Да, 100% шерсть. Сделано в Румынии. Очень приятно, что обошлись без Китая. Вы знаете, я когда была с мамой в Италии, все время это вспоминаю. И с группой мы ездили. И гид говорит: вот мы приезжаем в фабрику Гуччи, вот все говорят, в Китае, не в Китае сделано. Ну, здесь в Италии тоже те же самые китайцы на фабрике там Гуччи шьют сумки. Вы знаете, пусть лучше китайцы шьют Гуччи на фабрике Гуччи в Китае, не в Китае, а в Италии, чем они шьют Гуччи на фабрике Гуччи в Китае. Вот это разные Гуччи, которые шьют китайцы, поэтому пусть это будет сделано китайцами, но на европейском заводе, а не в Китае. Вот такая у меня, может быть, и мне вообще все равно как-то до национальности людей, которые в Италии или в Румынии шьют вещи. Ну вот мне все равно там китайцы сидят, я не знаю, американцы, евреи или не знаю, кто-то еще. Вот совершенно мне все равно. Так же, как мне все равно, что кто будет шить там в Китае. Если в Китае посадить итальянцев и заставить их шить что-то там в Китае, мне это не надо будет, потому что это из Китая, неважно, кто это шил. Короче, вот так. Я предпочитаю, да, производство в Европе, а не в Китае. В Румынии, я уверена, цены на изготовление вещей тоже не очень дорогие. Но, да, все-таки это Европа, и мне это приятно. Я стараюсь, я уже как-то об этом говорила, по максимуму сокращать вещи, которые произведены в Китае в своем гардеробе. Вот, единственное, что я себе позволяю, это, ну, вот такие вот майки, потому что без этого никуда. Купить такую майку в какой-то дорогой марке, она ничего не изменит, она также выстирается, с ней будет то же самое. И у Маркс & Спенсера они хорошего качества, по-моему, сделаны где-то в Бангладеше. Что-то такое прямо... Нет, Индия. Знаете, Индия прямо... Да. А так я стараюсь сокращать. Если я покупаю какую-то фундаментальную вещь, я все-таки хочу, чтобы она была произведена где-то в Европе или в Америке, или что-то вот такое. Ну вот, потому что вот Нили Лотан, допустим, она очень много производит в Америке. Я у нее смотрела, потрясающее пальто. Но если я долго думала про этот пиджак, который стоил там $400, пальто стоило, наверное, $1500. И тоже была совершенная путаница, была там с размерами, что просто совершенно непонятно. То ли оно оверсайз, и надо брать размер такой, как написан свой, то ли оно, если хочешь, чтобы было оверсайз, надо брать размер больше. Я запуталась, но у нее хорошо, у нее включен налог и включено все. Но $1500 отдавать за то, что я вообще-то, по-моему, даже дороже, что-то около... Нет, наверное, короче, что-то около 5000 шекелей то пальто стоило, 5 или 6, что-то такое. Короче говоря, да, и я смотрела на него, и я просто поняла, что я не могу разобраться в размерах, а таскаться с этим пальто через океан, это еще дальше, чем во Францию назад отсылать. И я привезла себе из последней поездки, из Англии несколько пальто. Это был проще вариант, когда я могла уже померить и увидеть, как это будет сидеть. Вот, я несколько длинных купила себе, но то потрясающе. Я вам оставлю, кстати, эти пиджаки, посмотрите внизу, я оставлю ссылку на то пальто, да, и что начала про Нили Лотан, что она производит очень много вещей из английского, из итальянского материала, как угодно, она производит их в Америке в большей части своей. У меня есть от нее несколько блузок, несколько... курток, причем я им написала, я говорю, у меня есть от вас вот такое, 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 что взять? Но они мне также примерно и ответили. Или 38-й, или 40-й. Очень, помогли, вот просто очень. Я между этим и выбирала. И что мне это помогает ваш ответ. Поэтому я и не решилась такие деньги отдавать и не знать, что в конце, чем это завершится. Вот, так что ставлю ссылки, если кому-то интересно, посмотрите. Все, дамы и господа, большое спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно, полезно, не знаю, развлекательно. Ксения Тель в Инстаграм. Заглядывайте. С радостью пообщаюсь и увидимся в следующих видео. Всем пока-пока.